Перед тем, как нам втачивать молнию, мы должны осноровить срез горловины. Как помним, что мы горловину прибавляли, и я должна была померить, хорошо ли она у нас лежит. Я отметила так, что срез горловины полочки лежит хорошо, а срез горловины спинки мне нужно осноровить. Осноровку проймы рукава, горловины всегда делаем строго-настрого в сложенном виде, в зеркальном отражении, сразу две стороны. Ни в коем случае не останавливаем по отдельности, отдельно левую полочку, отдельно правую срез горловины. То есть однозначно делаем всегда в зеркальном отражении. Срез горловины полочки я останавливать не буду. А вот срез горловины спинки, вот здесь вот я отметила, я слегка, легонечко осноровлю. И срежу. Так и получается, что высота горловины у нас хочет быть 3 сантиметра. Обязательно теперь делаем натечку по срезу горловины спинки, как и должна быть. И заодно, пока у меня горловина сложенная, мне нужно измерить раствор горловины. И опять-таки буду мерить я до нашего вот этого сопережения. Молнию, докуда мы измеряли, до этого же сопережения, до этой же контрольной метки измеряем горловину. И измерять горловину будем мы за минусом припуска шва втачивания воротника. Сколько у нас? Сантиметр. То есть мы измеряем не по срезу горловины, а по срезу за минусом сантиметрового шва. Плавненько переходим и измеряем до нашей вот этой вот контрольной метки, но метки сопережения. У меня получилось 25. Довяз эластичный, слегка такой вот эластичный, средней растяжимости. И это не пояс, чтобы был воротник стянутый. Поэтому раствор у нас горловины 25. И я буду делать, наверное, минус 2. Получается, раскрою я довяз 23 сантиметра в одну сторону и 23 в другую сторону. Раскрою, вметаю, посмотрю, как лежит. Вот. Ну все, дальше. Получается, мы должны втачать молнию. Но сначала мы должны эту молнию наметать. Молнию я уже укоротила. Вот что у меня получилось. Ой, убрать надо вот эти вот этикеточки фабричные. Даже не убрала пленочку. Вот. Молнию я укоротила. Ограничители все поставила. И вот от верхнего ограничителя оставляем сантиметра 2,5-3 и отрезаем. Обязательно концы молнии нам нужно опалить, чтобы они не распускались. Вот я сейчас потяну, все, она будет распускаться. Я потом опалю, но сначала мы должны ее наметать. Получается, мы должны... Поближе показываю. Получается, мы должны сейчас молнию... Я ее буду скалывать. Начинаем от нижней границы пояса, перегиба пояса. И уже ограничитель укладываем на нашу границу, где мы отметили вот эту нашу контрольную метку. Получается, мы должны ее уложить вот таким образом. Скололи сверху, снизу. И вот наша посадка. Это нормально. Это нормально. Лучше пусть будет слегка подсажена полочка, слегка, чем молния. Молнию нельзя подсаживать ни в коем случае. Где-то 0,5 на посадку среза полочки однозначно необходимо. Но не меньше.
Вот я ее сколола, ее практически не видно. И хочу пометить, что молнию я сейчас буду прикладывать. Вот. Черная, конечно, искажает. Молнию я сейчас буду прикладывать. Тесьму молнию я буду прикладывать не на уровне ткани среза борта, а немножко 0,5-0,3 отступая. Поэтому мы и прибавку делали по срезу борта 1,5 сантиметра. Сейчас я равномерно скалю. И соединю на машинке. И только после того, как я соединю на машинке одну сторону, я уже буду переносить точки сопережения на другую сторону тесьмы. В том месте, где мы срезали молнию, саму тесьму обязательно нужно опалить, иначе она распустится. И вот чтобы молния вверху лежала красиво, мы должны ее заложить красиво. Я всегда вот так вот закладываю домиком. Вот так вот берем. И верхний перегиб молнии должен быть строго под прямым углом. Никак ни в коем случае не вот так вот уходить, вот взять и уйти. Там не вот так вот взять, вот заложить просто складочкой. А делаем вот так вот домик. Прям вот так вот домик. И самое главное, чтобы домик этот был под прямым углом. Домик сделали. И можем смело настрачивать молнию. Смотрите, я взяла лапку. У меня сточная лапка с шириной лезвия где-то 0,4, наверное, 0,3. И вот получается, что у меня строчка должна быть от зубчиков где-то примерно вот здесь вот. Я хочу, чтобы молния сама была настрочена прям ближе к зубчикам. И мы должны уложить так, чтобы у нас строчка попала там, где мы оставили припуск на перегиб. Но где у нас есть намеловка, а именно сопережение воротника и молнии, мы должны немножечко по верхнему краю молнии не дойти на какой-то миллиметр, для того, чтобы нам дать потом вывернуться. У нас молния и воротник здесь будет обтачиваться под углом и дать свободу движения. Вот, я сейчас начинаю втачивать молнию. Еще раз повторюсь, от края тесьмы молнии я оставляю где-то 0,3-0,4 маленький зазорчик. Потом объясню для чего. И получается, я сейчас шью край лапки, вот этот вот край лапки, упираюсь впритык к самим краю зубчиков. Нижний край молнии укладываем строго в линию и в нижний край заутюженного пояса. Ну вот, мы настрочили одну сторону молнии, и посадка как таковой вообще как будто бы и нет. То, что мы оставляли на самой ткани, ее практически нет. Дальше нам нужно сопередить точки сопережения на другую сторону для симметричности. Здесь у нас особых таких деталей нету, как кокетки, чего. Мы должны, вот я сейчас вот так вот сделаю. Здесь самое главное, чтобы мы перенесли на другую сторону тесьмы молнии контрольная линия. У нас идет здесь самая главная контрольная линия. Это линия соединения пояса. Мы отмечаем под прямым углом, укладываем линеечку под прямым углом по шкале прямого угла и переносим, укладываем на пояс, соединение пояса и переносим линию сопережения. Вот эта вот линия, она должна совместиться с другой стороной пояса. И вот здесь вот у меня еще есть намеловка, я ее оставила. Это параллельность кармана. Вот, на уровне листочки, вот она листочка.
На уровне листочки я сделала намеловку под прямым углом и отметила. Для того, чтобы у нас здесь же большое расстояние борта, чтобы у нас карманы были на одном положении, то есть чтобы не было один карман выше, другой ниже. Переносим нашу контрольную линию на другую тесьму для сопережения. И по верхнему краю у нас тоже все хорошо. Одинаково выставляем верхний перегиб молнии под прямым углом, уголочком, домиком. Скалываем. И можем дальше также наметать на другую сторону и втачивать. Вот, перенесла я эту линию, и вот она у нас линия сопережения. По верхнему краю вот наша контрольная метка втачивания. И вот прикладывание. Распределяем по всей длине. И вот здесь вот у меня стоит контрольная метка нашего кармана. Вот она стоит, контрольная метка нашего кармана. Я должна их тоже совместить. Сейчас я также настрочу молнию в другую сторону. Дальше мы уже будем заготавливать воротник. Ну вот, втачала я молнию. Точки наши сопережения все ровные, все на одной линии. Ширина рамки борта у нас получилась примерно сантиметр. И такая операция в массовом производстве считается молния борта по первому. То есть получается мы по первому настрочили молнию. Когда мы соединим с подбортом, это уже будет по второму. Далее нам нужно втачать воротник. Подборт пока мы соединить не можем, пока мы не втачаем воротник. Дальше я буду его заготавливать и втачивать.